Квантовый переход. Управление реальностью силой мыслей. Многие уже не только говорят об этом, но и используют. Одни из нас уже привнесли в свою жизнь позитивные изменения, другие только в пути к этому, многие же в поисках ответов. Как позволить себе быть счастливым в мире, полном противоречий? Реализовывая созидательный потенциал сознания, но лишь в категориях собственной успешности в нынешнем социуме, мы остаемся в тех же его контрастах. Богатство и бедность, свобода и принуждение, мира и войны. Но мы можем построить совершенно иные отношения. В основе наших желаний, как правило, лежит пирамида Маслоу. Сначала мы хотим удовлетворить базовые потребности, затем жаждем признания и самореализации, после чего в нас просыпается стремление к высшей цели – служение людям. На пике этого восхождения мы видим себя обеспеченными, в гармонии с собой и миром, и, конечно же, помогающими другим подняться на эту вершину. Если рассматривать этот путь как часть общечеловеческой эволюции, то кроме изменения собственного сознания, также необходима эволюция системы нашего взаимодействия друг с другом. Глядя на то, что происходит в мире, многие из нас желают и его гармоничного преображения. Безусловно, любые перемены начинаются с себя, но также известно, что если мы делаем это синхронно, рождается синергия, которая в разы ускоряет любой процесс. Другими словами, наряду с саморазвитием пришла пора внедрять иные принципы в социально-экономических моделях, переходя от лозунгов о единении человечества к его непосредственной реализации. О каких же принципах идет речь? Прежде всего, о взаимосвязи всего со всем и о целостном восприятии себя и мира, что дает возможность жить в гармонии друг с другом, природой и другими проявлениями мироздания. Когда мы вместе транслируем один и тот же образ, его материализация происходит гораздо быстрее, а совместные действия создают резонанс, усиливающий эффективность в десятки раз. Именно сонастройка друг с другом и с природой способна создать здоровую среду для всех нас, как психологическую, так и экологическую, что в свою очередь ведет к балансу и гармонии во всех его проявлениях. Представим себе общество, где на основе реального деятельностного вклада и репутации каждый из нас имеет доступ к любым ресурсам и благам. Продукты и услуги высшего качества, технологии, комфортная среда обитания, удобное жилье, современный быт, экологичный транспорт, возможность свободно перемещаться по миру, раскрывать и реализовывать свои способности. Все это вполне достижимо. И общий мысленный образ – это благодатная почва для синергии в действиях, необходимых для его воплощения. Мы можем это реализовать вместе. У нас есть для этого все необходимое, даже если пока это очевидно не всем. Именно для этого нам и нужна сонастройка, чтобы дополнить картину мира, которую видит каждый из нас. Так мы сможем взглянуть на мироздание многогранно, не просто увидеть больше, но и принять наши различия как уникальные части одного целого. Обращаясь же к древним знаниям и нынешним открытиям, мы начинаем понимать, какими созидательными возможностями обладает наше сознание. Иными словами, целостное мировосприятие, взаимодополнение, познание и мудрость предков способны вывести нас на новую ступень эволюции. Коллективная осознанность – вот главный ключ к созданию гармоничной среды, в которой царит изобилие, и есть все возможности для познания и творчества. Ведь базовые потребности здесь уже давно закрыты, осознанной организацией ресурсов и деятельности. Так как же нам это реализовать? Для начала достаточно организоваться в круги, где мы внимательны к знаниям, взглядам и проявлениям друг друга. Это позволит каждому из нас расширить собственное мировоззрение, а взаимное внимание к индивидуальным потребностям и возможностям поможет определить роль каждого в их совместной реализации на основе принципов кооперации. Будучи в этих кругах, мы встречаемся, чтобы обменяться эмпатией, поговорить о философии, совместно творить, отдыхать, учиться, делиться опытом, оказывать друг другу профессиональную поддержку и, конечно же, вести совместную экономическую деятельность. Так из дружеских кругов формируются локальные социально-экономические кластеры из знакомых, а главное – доверяющих друг другу людей. Знать друг друга лично – один из ключевых принципов целостного взаимодействия. Сообщества с количеством участников, позволяющим поддерживать личные контакты, очень устойчивы как в психологическом плане, так и в экономическом, так как прежде всего знают потребности, возможности и особенности каждого участника, используя все это для синтеза общего потенциала. Итак, речь о формировании сообществ и естественной структуры их взаимодействия.
Если мы посмотрим на сакральный символ цветка жизни, то именно так и выглядит эта структура. Пересекающиеся круги – это и есть сообщества, контактирующие друг с другом, а внутри них, по тому же принципу, люди-круги, образующие такой же рисунок. Это локальные сообщества, преимущественно ориентированные на местные ресурсы, поддержку местного производителя, заботу о своем регионе и развитие культуры целостных отношений. Взаимодействие таких сообществ образует сеть и инфраструктуру обмена знаниями, ресурсами и ролями и реализовывает доступ к этому для всех ее участников, как людей, так и организаций, на основе рейтинга доверия. С помощью онлайн-платформы или просто собственной репутации каждый может воспользоваться доступными ресурсами, находясь в любом из сообществ. Уровень осознанности, как ключевое условие существования сети, есть основным элементом расчета рейтинга участника, после чего следует объем деятельностного вклада, а затем степень стремления к ним обоим. Рейтинг рассчитывается на основании обратной связи участников, как открытой, так и анонимной. Локальные сообщества организованы в профильные круги – региональные, профессиональные и концептуальные, в соответствии с местностью, родом деятельности и объемом мировосприятия. Каждый региональный круг ориентирован на развитие локальной экономики, имеет внутренний ресурсный фонд и внешний финансовый фонд с регуляцией обеспечения кругов, дополняя собой соответствующие общие сетевые фонды по принципу распределенного реестра. Для обеспечения сообществ и их кругов ресурсами, пока отсутствующими в их локальных экономиках, доступа к ним участников сети и организации их свободного перемещения по миру. Использование объектов, транспорта, продукции и услуг возможно как в существующей инфраструктуре, с доступом по клубной карте сообщества, так и в собственной системе взаимообеспечения сети с доступом по аккаунту и его рейтингу. Это как использование площадей, логистики, услуг и ресурсов существующей социально-экономической системы, так и параллельное строительство собственной инфраструктуры, основа которой рассредоточенные и оптимально населенные городки и поселки, спроектированные в соответствии с самодостаточной экономикой и для жизни сообществами. Каждый участник круга ответственен перед всем кругом. Участие в кругах добровольное. Все участники и все круги способствуют осознанности друг друга с помощью рефлексии, эмпатии, философских бесед и культуры обратной связи. Статус правосубъектности участников сообществ – человек с поддержкой Международного юридического круга в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека. В сравнении с парадигмой прибыли, в которой социальные контрасты, коррупция и войны являются ее естественными элементами, предлагаемая система взаимообеспечения и взаиморазвития попросту не имеет для этого причин, так как благодаря осознанности и целостному восприятию ресурсы в ней используются для реальных потребностей, а не преобразования в денежные массы. При этом данная сеть сообществ не конфликтует с нынешней парадигмой, а развивается параллельно, предлагая ей сотрудничество в социальных проектах, тем самым пробуждая интерес к иным отношениям и ресурсообмену в обществе. Деньги здесь также участвуют, но лишь на этапе становления, чтобы и с их помощью создать систему, где на смену деньгам придет доверие. Имеющихся же знаний, ресурсов и технологий, созданных человеком на сегодняшний день, более чем достаточно для организации целостного общества. Ключ к этому – осознанные отношения. Созидая атмосферу синергии, любое из сообществ вдохновляет к участию в нем, так как каждый здесь – уникальная часть одного целого. Принимая неравенство, но осознавая и культивируя равноценность каждого, а также помогая друг другу раскрываться и резонировать с другими, мы, как цивилизация, способны прийти к целостности, где нас ждет новый виток эволюции. Это и есть образ, предлагаемый для совместного мыслетворчества и направления действий. Какие же шаги нужно предпринять для реализации этого концепта? Об этом, а также о подробном видении предлагаемой структуры в следующих видео сообщества «Открытый мир». Если же этот образ побуждает вас к действию, то собираться в круги и делиться своими мировоззрениями – наилучший первый шаг к более объемной картине мира, единой системе понятий и взаимному доверию. Для более же обширного знакомства добро пожаловать к сотворчеству в Telegram-сообщество. Вдохновения вам, мудрости и, конечно, любви.